Здравствуйте, мои друзья. Последнее время на Play Market мы видим очень много различных VPN. Они просто растут как грибы после дождя. Ну и во всем этом изобилии довольно сложно разобраться. Так что мне самому стало интересно разобраться в наиболее популярных и посмотреть, чего же они стоят на самом деле. В ближайшее время я планирую сделать несколько выпусков по этим программкам, так что следите за каналом. Вот в поиске я вбил VPN ВКонтакте. Меня прежде всего интересует, наверное, самая сложная функция проигрывания музыки ВКонтакте, потому что, как мы уже говорили ранее, только лишь IP России позволяют полноценно слушать музыку. Для остальных целей особо IP не важен. Главное, чтобы была нормальная скорость и все. Но мы будем смотреть на самую сложную задачу, самую полноценную, чтобы у нас не было никаких ограничений. Поэтому буду выбирать те программы, которые позиционируют себя именно таким образом. То есть у них есть возможность выбора российских IP. Ну и вот у нас в топе постоянно находится так называемая VPN Unblocker. Довольно кричащая у нее пиктограммка. То есть по ней сразу видно, что она открывает Одноклассников, ВКонтакте, Яндекс. Ну, в общем, обещают нам очень много. И вот я смотрю, тут уже 100 тысяч скачиваний. Буквально несколько дней назад это было в несколько раз меньше. Так что же нам обещают? В принципе, здесь обещают все, что угодно. Полностью бесплатный, ко всем сайтам, доступ ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Скрывают наш реальный IP, но это естественно. Шифруют наши данные, в общем, гарантия безопасности и все остальное. Ну ладно. Не будем на этом останавливаться, посмотрим, что же у нас получается практически. Для начала, значит, я ее уже установил. Открываем программу. Вот у нас такой интерфейс. Особо сразу скажу, что реклама пока что не навязчивая. Там внизу мы видим. Вот здесь выбор стран, через какие мы подключаемся. Сразу видно, какой у нас сейчас айпишник, где мы находимся. Итак, пробуем для интереса подключиться к какой-либо стране. Ну вот, допустим, возьмем не самую распространенную, ну вот, допустим, Польшу. Польшу. Нажимаем подключиться. Так, смотрим. Польша, Варшава, говорит нам программа. Айпишник 178 и так далее. Проверяем. Заходим на сервис проверки. IP. Обновляем. Так. Как видим, у нас Германия. Адрес у нас IP совпадает, но страна Германия. То есть, видим, уже не соответствует. На всякий случай смотрим через другой сервис. Обновляем. Опять же 178. Германия. То есть программа нам указывает, что Польша на самом деле Германия. Ну хорошо, ладно. Ну допустим, вот возьмем Италия. Сейчас отключаем от Польши, подключаемся к Италии. На некоторых странах подключение не совсем быстрое. Ну вот, как раз появилась рекламка. Ладно. Итак, подключены Италия, Милан, 46, бла-бла-бла. Смотрим, обновляем. 46, есть Германия опять же. То есть никакой Италии у нас нет. На всякий случай смотрим на другом сайте. Опять же Германия. Хорошо. Допустим, нам Германия, Италия не особо нужны. Ищем Россию. Россия. Хотим слушать музыку ВКонтакте. Так, отключаем Италию. Видим Россия, подключаемся. Россия, Москва, айпишник уже странный, 5. Ну, смотрим, может, мои подозрения напрасны. Итак, Россия, обновляем. Голландия, то есть реально Голландия. Другой сайт. Опять же Голландия. Ну, для достоверности пробуем послушать музыку. Может быть у нас Россия,
какая-то ошибка в этом. Так, рекомендуемая музыка, как всегда. Смотрим. То есть не воспроизводится. На всякий случай вот эту еще. Не воспроизводится. На всякий случай скажу, что подключен я сейчас через Wi-Fi, ну, то есть я подключался и через 3G, то же самое, ничего не меняется. Здесь есть и в описании программы важные моменты, как они говорят, важная информация. Перед подключением к Wi-Fi нужно отключить анблокер, несовпадение IP-адреса, то есть у меня нету анблокера. Я пробовал даже и через другие браузеры смотреть. Установлено VPN в телефоне, это у нас установлено, то есть все мы требования выполнили, но программа не работает должным образом. Возможно, разработчики в дальнейшем ее поправят, но пока вывод неутешителен. Все бы хорошо, но программа не работает. Это мой личный вывод, так что пока что я не рекомендую. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал.